Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, Таро-расклад, лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. Летний период будет для нас всех обусловлен планетарным переходом Юпитера в знак зодиака Близнецы, который произойдет в конце весны 25 мая. И в самом начале лета вот такой начальный аккорд мы можем прочувствовать как новое вдохновение или приток новых жизненных сил. Мы будем более легкими на подъем, будем склонны к изучению новых знаний, новых наук, может быть, новых языков, новые интересы, общение, путешествовать кому-то захочется. Энергия Юпитера в Близнецах влияет на всех нас и стимулирует наш интеллект, какие-то новые знания, делает нас более открытыми миру. И это волшебный в целом транзит обещают период сам по себе возможностей и для себя расширить новые горизонты, как и жизни, так и качество жизни, что немаловажно. Да, у нас сегодня две колоды. Первая колода Таро ангелов. И давайте на этой колоде мы узнаем, 3 карты достанем помесячно, как изменится ваша жизнь или какие энергии, какие сферы жизни для вас наиболее актуальными будут в летний период, как видят карты. И первая карта – июнь 2024 года. Июль и август. На второй колоде мы немного раскроем по основным сферам жизни. Каковы энергии, что будет меняться в лучшую сторону, как изменится ваша жизнь в целом. Первая карта – дела, работа, бизнес, энергетика. Что для вас, мои дорогие? Что по финансам в целом, вот так как будут обстоять вопросы или на что обратить внимание? Личная жизнь. Позже мы достанем разные карты, проясним ситуацию. Четвертая карта у нас будет означать, что вас будет радовать или что вам будет удаваться, что будет со знаком плюс. И возможные неожиданности. Итак, июнь. Победа. Победа в решении многих вопросов. Это жезлы, шестерка жезлов. Это сама по себе как удовлетворенность от проделанной работы. Это результат. Но это не просто результат, который в принципе радует, но это победа. Это что-то более глобальное, значимое. Это то, что вам удается. Это то, что вас вселяет больше сил, уверенности и возможностей. Карта еще говорит не только об этом, что победа есть. И всегда это только 50% успеха достичь какой-то высоты. Остальные 50% удерживать придется. Поэтому как и самосохранение, на удержание собственных позиций, всего, чего вы добились, может быть, статуса, положения в обществе, денежной какой-то ситуации. Но сама по себе победа – это возможности, самореализация, когда, как наше самоосознание увеличивается, самодостаточность, когда мы уверены в себе. Прекрасно. То есть вот эти энергии для вас могут проиграться, как Юпитер в Близнецах уже где-то с лета. Может быть, в мае вы с чем-то определяетесь. Но это все не то, что свалилось буквально нам на голову, как манна или как, скажем, помощь высших сил. Нет, это ваши приложенные усилия и прекрасный результат, итог. Июль 2024 года, карта. Это у нас так выглядит Верховная Жрица и карта интуиции, карта терпения, карта тайных знаний. Кто-то из вас может в июле, почему нет, заинтересоваться теми науками, которые вы прежде даже не думали изучать. Вот мы сказали Юпитер в Близнецах. Новые знания. Кто-то будет изучать языки, кто-то будет осваивать IT-технологии или технологии, которые связанные с искусственным интеллектом или еще что-то цифровое, вполне вероятно. И для кого-то из вас это могут быть приобретенные знания, которые в последующем для вас откроют вообще новые перспективы. Да, вы можете в чем-то сомневаться, думать, получится ли у меня, или будет ли какое-то достойное продолжение. То есть сомнения могут быть. Но карта говорит, слушай интуицию. Здесь словно сама судьба
где-то вас может подталкивать. Люди, которые будут приходить в вашу жизнь в июле месяце, скорее всего, тоже не случайно, да и мысль сама. Значит, это тоже стоит как-то проиграть или с этим провзаимодействовать. Кто знает, вот это непознанное или то, что, ну, где-то нам было не свойственно, или о чем мы прежде не думали, вполне вероятно, может дать какой-то блестящий результат. Ну и, безусловно, карта говорит, все-таки от моменте скрытности вы можете что-то скрывать или, ну, какие-то вопросы о себе не захотите афишировать, будете уходить от какой-то проблемы. Вот такой момент тоже может быть. Или решать какую-то тему, которая... Вот что-то вы в июне уже делаете хорошо, а есть еще в июле то, что вы хотите сделать именно в каком-то своем ракурсе, в своем ключе. И тут буквально, когда мы о своих далеко идущих планах не говорим, это где-то помогает. В конечном итоге слушайте интуицию, и допустить иррационально будет правильно. Август, мои дорогие, и здесь это вы сами, король кубков. По этой карте надежность проходит, доверие, помощь, взаимопомощь, приятное общение. По этой карте наши близкие, безусловно, проходят семья, дела, личной жизни, вопросы любви. Именно в этой колоде карт, ну, как высшие силы способствуют как единению вашей пары, взаимопониманию в семье, установлению добрых отношений или переводе отношений на другой уровень. Вот личная жизнь в августе – это то, что, ну, как в центре вашего внимания может быть вполне вероятно. Или у кого-то решение финансовых вопросов, опять же, по этой карте вы можете улучшать свое жилище или задумать далекий переезд, но тоже с жилищем как бы в другой местности, вот с учетом всех карт. И тогда по предыдущей карте июля, Верховная Жрица, вы будете узнавать, как то дело или та тема, которая меня интересует, потому что у вас уже на июнь будет сильная позиция, как мне обустроить, как, может быть, мне выйти из какой-то щекотливой ситуации, у кого-то может быть и так. Или как мне закрыть какой-то вопрос, сделать так, чтобы было, мы говорим, и волки сыты, и овцы целы. И у вас получится. Давайте мы раскроем немного дела, работа, бизнес, откроем карту. Правда, у кого-то переезд, релокация офиса. Или когда мы оставляем прежние берега, идем к новым, правда, изучение новых наук. Или смена вашей деятельности. Раньше вы ходили в офис, а теперь вы предпочтете работать удаленно. Или по этой карте проходит вообще сфера IT, или все то, что связано с интернет, по этой карте проходит, как и темп, который к нам приходит, постепенно наращивается, как будто как возможности. Так и есть такой момент популярности, то, что вы делаете. Может быть, есть смысл как раз свою экспертность. Вот вы эксперт в каком-то вопросе, или вы профессионал в своей сфере деятельности. И если вы хотите работать на себя самого, у вас будут эти возможности в течение лета. Возможно, даже как вот с нуля начать. Поэтому не сомневайтесь в себе, слушайте себя, свою интуицию. И если вам уже давно хочется попробовать перевести хобби, допустим, в монетизацию или свое ремесло, творчество сделать более популярным или сделать основным видом дохода, первые шаги, ну, точно следует делать. По шестерке мечей, у кого есть мужество, у кого достаточно сил идти вперед, успех обязательно приходит. Это сама по себе карта заслуженного успеха. Всегда 6 – это уже как финал, аккорд, когда мы получаем то, что мы заслужили. У вас 2 шестерки, 2 победы. И в каких-то вопросах, которые касаются, может быть, дела, работы, бизнес и деньги, как раз будет прогресс или то, что вас будет радовать. Но, повторюсь, все от ваших приложенных усилий будет зависеть. Сами по себе финансы, новые источники дохода. У кого-то вопросы, связанные с детьми. Может быть, обучением детей. Что-то вы будете проплачивать. Или согласовывать с собственным ребенком. Но это еще и как эврика, как какой-то инсайт, новая идея, когда вы видите уже теперь собственные горизонты совершенно по-другому. Новые возможности заработка для кого-то. Пассивный доход, может быть так, дополнительный доход.
или с учетом наших изменений в целом глобальном, вот на мировом масштабе, кто-то может заинтересоваться криптой или каким-то трейдингом. Но вот то, что вы раньше не делали, вам выпадает на финансы. Значит, какой-то новый подход, как энергия денег или способы, откуда ко мне приходят деньги, вас может заинтересовать, скорее всего, заинтересует. Что-то обновляется с элементом новизны. Нам сказали, что как раз стабильно все в плане финансов. Может быть, самое время летом в чем-то себя попробовать. Или своеобразный дебют. Решиться на него, мои дорогие. Понятно, что продумав, но расширить, вот если мы говорим, горизонты собственных возможностей, как по Юпитеру в Близнецах, так вот самое время. Личная жизнь. По 4 мечей, когда мы ничего не делаем, складываем оружие, когда мы ни с кем не ссоримся, мы ни с кем не спорим, никому ничего не доказываем. Для кого-то из вас личная жизнь может свестись к тому, все же проходит иногда, когда мы должны уделить внимание собственному здоровью и отдыху. Самое главное, уставшие люди делают ошибки. У вас может быть какая-то многозадачность, и тогда карта нам говорит: не забывай отдыхать. Давайте мы посмотрим на личную жизнь. Может быть, кстати, говорит, ты не ссорься ни с кем. Вот правда, складываем оружие. Какой-то нейтралитет. И я могу так предпочесть больше по этой карте, что вы можете в личной жизни уладить многие вопросы, как вы только захотите, мои дорогие. Для тех, кто один или одна, давайте достанем карту. Что-то ускоряется в вашей жизни, или приходит какая-то новость, или, возможно, как вам приходится куда-то отправиться, и кто знает, может быть, и состоится новое знакомство. По этой карте мы не можем чего-то оставить на потом. И если мы говорим про возможности выйти из сольного, к примеру, варианта, то они определенно будут. Может состояться знакомство при дороге, или когда вы куда-то отправились, или для кого-то из вас, когда вы, возможно, изменили как график работы, или вы изменили саму работу, организацию, где вы трудитесь. И может произойти внезапное знакомство, правда. Или могу еще и такой момент предположить. Знакомство через интернет, но будьте внимательны, интернет – опасное место. Тут мы себя не должны подвергать риску. Но то, что знакомство может быть, это точно. Для тех, кто в паре, давайте мы с вами посмотрим, достанем карту. Ну, где-то, вы знаете, вам захочется режим экономии себе установить. Или двойка пентаклей всегда дуальность, договориться. Возможно, есть взаимодействие. Знаете, мои дорогие, для кого-то из вас это как ваша пара или ваш союз, ваша семья. Вы вместе можете задуматься об организации семейного бизнеса. По этой карте интернет-магазин может проиграться. Или все то, что связано, опять же, с системой интернет. Или системой какой-то поездок, перемещений, командировок. Ну, все зависит от того, что вы себе поставите, вот как интерес ваш. У нас корабль на карте изображен, это сам по себе один из символов Меркурия. Как раз мы про близнецы с вами говорим. И пробовать себя в новом деле, карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. И поэтому вы с вашим партнером будете на одной волне. Это здорово. И сам по себе горизонт и возможности. Единственный момент. Ну вот как-то быть аккуратным с деньгами. Я бы сказала, не транжирить. Хотя вы-то как раз не транжиры. Ну кто знает, иногда бывает, что ну какой-то импульс. Вот хочу это иметь. А здесь эти деньги, которые вы сохраните, скорее всего для кого-то будут означать, что в последующем вы их как либо вложите, или это будет касаться вашего жилища, или какая-то трата должна быть просчитана. Вообще на жизнь как будто хватит 2 пентакля, и вы не будете чувствовать, что ну вот как-то сузилась моя траектория по финансам, на сохранение денежных ресурсов. Это будет в плюс. Но это так побочно говорю. А основное, конечно, значение будет говорить о взаимодействии и каких-то новых совершенно возможностях именно в вашей паре, тандеме прекрасном, понимаете, да? Давайте мы посмотрим для тех, кто в сложных отношениях.
Для тех, кто в сложных отношениях, вот, кстати, вы можете быть человеком семейным, и какой-то там у вас состоялся разговор, когда вы не договорились, или мы говорим черная кошка между супругами пробежала или между партнерами. А вот здесь, с одной стороны, карта самодостаточности. Да, это карта отчасти одиночества, поэтому как кто-то из вас может и завершить какой-то союз. Я не могу этого отрицать. И по Юпитеру в Близнецах, если вы прежде у вас не хватило на что-то решимости, вот здесь ее хватит, потому что мы отказываемся по Юпитеру, опять же, в Близнецах, от чего-то легко. Раньше бы мы топтались на месте и устраивали себе какую-то глубокую философию, а вот в этот период будет отказаться легко. Как будто это, ну, совершенно очевидно. Но есть и возможность, это все в ваших руках, и примириться, и перевести это все на другой уровень. Вообще сильная позиция, поэтому, правда, дважды, трижды от ваших решений будет зависеть личная жизнь. В какой фарватер вы ее направите, так она и будет. У кого-то проиграется так, что я закончил сложные отношения и с головой ушел в бизнес. Потому что какая-то есть тема, которая достойна к продолжению и обещает большие деньги. У кого-то будет и так. И эти деньги вы потом получите. Что вас будет радовать? Справедливость. А это когда все по закону. Кто-то буквально оформит что-либо по закону. Отношения, может быть, вы оформите по закону, правда. Объедините. Раньше была дружба, а тут переведете уже в какую-то стабильность в плане де юре. Для кого-то из вас что будет радовать? Если прежде вы были вопросы в суде, скорее всего, траектория какая-то завершается, или вы уже точно видите финал и качество этого финала. Вы останетесь довольны. Есть еще по этой карте причины и следствия. Все-таки всегда закон срабатывает по справедливости. И если вы прежде кому-то помогали, то словно высшие силы приходят вам на помощь в какой-то сложной ситуации или той, когда вы не ожидали помощи, а какой-то вопрос для вас решается, пусть через помощь даже других людей, а не кому вы эту помощь оказывали. Но вот этот баланс, вот это равновесие, оно в принципе в мире присутствует. И вот в течение лета оно будет присутствовать в вашей жизни. Это баланс собственной души, что радует, когда мы честны сами с собой, когда нет иллюзий, ну и когда и нет долгого ожидания. Тогда быстрее победы, свершения у нас происходит. Неожиданности, карта император, вы можете изменить статус. И кто-то поменяет через личную жизнь, кто-то через свой бизнес или новую работу, получение новой должности, статусная карта. Сумеет согласование важное провести, подписать какие-то документы. В неожиданностях, да, нам говорят, вы можете столкнуться с людьми, наделенными властью. Или вы измените свой круг общения на людей более статусных. Сами по себе возможности идут по этой карте. И нам всегда дают совет. Мудрый император для того, чтобы его намерения, цели, мечты, может быть, осуществились, он готов корректировать мелкие планы. Вот и вам, сообразно каким-то неожиданностям, придется вносить какую-то мелкую коррекцию, чтобы что-то глобально важное, принципиально, может быть, важное, что вы хотите осуществить, и у вас это получится, ну вот оно было осуществлено. Быть более гибким, вот это тоже будет важно. И еще в неожиданностях, если приходится столкнуться, правда, вот с людьми, наделенными властью или с представителями закона, бывает такое, значит, мы не плывем против фарватера или мы не перескакиваем, например, через голову вышестоящего начальства, уважение к иерархии, уважение к закону. И тогда вам это дважды помогает, как обустроить какое-то дело или даже договориться с важным чиновником или как-то продвинуть, решить свой вопрос, ну или и изменить свой статус. Здесь будет у каждого по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.